у меня горит очкобус. Сегодня мы с вами будем просто разносить в пух и прах лохов, которые писали у меня под этим видосиком в комментариях, что все, альтсезон закончен, бычки не будет. Сегодня будет тотально просто разнос этих всех лохов. Я вам покажу факторы, почему еще ничего не закончено. Мне уже просто надоело это доказывать людям, но я люблю разносить лохов, люблю свое эго потешить, поэтому сегодня мы будем смотреть с вами на графики, сегодня будем смотреть на факты, на цифры. Если вы не понимаете фактов и цифр, то, пожалуйста, отпишитесь, удалите YouTube, можете вообще не инвестировать в крипту и закройтесь, живите своей жизнью. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, если вы еще не поставили, а мы начинаем. Ну что, давайте начнем с графиков, потому что, все же падает, альтсезон закончен, бычки не будет. Я смотрю настроение по чату, мне просто хочется блевать. Но зато я понимаю, что я, скорее всего, с большей долей вероятности буду прав, потому что мое мнение отличается от мнения толпы. А как говорится, в этом рынке зарабатывает меньшинство, и толпу обычно бреют на лысо, просто хомячков так берут и машинкой на лысо выбривают, даже с кожи бреют. Поэтому лохов надо брить, и благодаря им, соответственно, и проходят все эти альтсезоны и бычьи рынки. Поэтому спасибо вам, спасибо, что вы думаете, что альтсезоны и бычка закончилась. Благодаря вам мы, другие люди, зарабатываем. Так держать. Смотрите, хватит смотреть на мелкие таймфреймы. Ну откройте вы недельку, откройте вы недельный график. Посмотрите, где мы находимся. Посмотрите, где мы находимся. Мы на хаях. Какой разворот рынка? Где он? С донных значений 475% роста. Какой разворот рынка? Алло? Как у вас дела, блядь, нормально все? Смотрите, чтобы был разворот, нам надо как минимум, не знаю, хотя бы вот до сюда, до этой проторговки дойти. И то, это большая зона поддержки, большая проторгованная зона. И мы даже тут, скорее всего, остановимся и будем дальше там торговаться, какие-то отскоки. О развороте, речи сейчас вообще не может никакой идти. Да, там подвезли какие-то новости, постоянно фат какой-то подводят, чтобы хомяки продавали свои активы. Потому что нормальные топовые чуваки, они сейчас откупают. Страны покупают, фонды покупают. Сальвадор сегодня купил 11 биткоинов. BlackRock только покупает. MicroStrategy только покупает. Все покупают, топовые люди, которые смотрят на года вперед. Один ритейл, это не будет, бычка закончилась. Я просто смотрю на это, мне хочется, не знаю, сложно мне держать себя в руках, чтобы не материться. Но я просто... Да. Эфирчик у нас просто стоит в боковике. Какой альтсезон закончился? Какой? Мы стоим просто в боковике. Я сейчас вам покажу факты. Вот я, кстати, в прошлом видео еще говорил про доминацию BTC, что я ожидаю отскок до 58,2, 58,3. 58,26. Пожалуйста, случился скок. Дальше у нас идет опять коррекция по доминации. Скорее всего, у нас будет еще один, может, какой-то отскок. И дальше у нас доминация будет снижаться. Доминация противоположна движению альты. То есть, если доминация BTC падает, альта растет. Так это было всегда. Так это было в 2021 году. Вот вы думаете, что тут вот был какой-то позитив? Да нет, все было в негативе. Все, там бычки не будет и так. И много в пабликов шумело о том, что типа все, альтсезон закончен, прочее херню всякую несло. Но вот это вот движение по доминации BTC, оно происходит очень резко. Доминация падает, и народ уже запрыгивает в уходящий поезд. Но лучше же занять позицию заранее. Лучше сесть, вот здесь вот, где мы сесть и ждать. Просто ждать. Да, это долго, это очень долго, это муторно будет вывозить вас. Просто вас будут из позиции пытаться достать и ценой, и временем. Вот 307 дней, год вы готовы сидеть? Вы еще готовы сидеть год, чтобы дождаться альтсезона? Я думаю, большинство не готово вообще. Поэтому правильно, продавайте свои активы. Я буду откупать с радостью, можете все продавать. Опять же, сейчас вам покажу факторы. Давайте перейдем сразу к к фрактальности, к сезонности, к тому, что рынки, бычьи и вообще, в принципе, все циклично. Не только бычьи рынки, финансовые рынки, мода, все циклично. Пожалуйста, аналитика цены эфириум по месяцам. 2017 год, бычий рынок. Посмотрите на это все. Посмотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев подряд эфир рос. Вы думаете, он сразу в начале месяца рос? Вот все, начался первый квартал бычьего года, и он сразу растет? Да нет, вас могут мариновать целый месяц, и только под конец месяца дать палку на 30%. И тогда будет вот прибыльный месяц. Пожалуйста. Никогда не будет роста, когда вы хотите, ваше желание. Рынку вообще насрать на ваше желание. Он будет двигаться так, как ему надо будет. Когда он будет высаживать, будет брить очень жестко, и большинство из вас не додержит свои сумки. Пожалуйста, начало года, январь, минус 57%. Но, скорее, статистика не обновилась. 0,54% точнее. 0,54% минус. Люди же, что-то не будет. Смотрите, 21 год, то же самое. Бычий рынок плюс 78%, плюс 7, плюс 35, плюс 44%. Потом минус 2, минус 16, потом плюс 12, плюс 35, потом еще минус 12, потом плюс 42.
Мы в бычьем году, ребята, каждые 4 года проходит альт-сезон бычий цикл. Откройте графики, посмотрите на больших таймфреймов, уберите в эти минутки, часовики и дневки, посмотрите глобальный таймфрейм. Мы находимся в бычьем году, в бычьем рынке, в бычьем цикле. У нас не может быть, что он сейчас просто возьмется и закончится. И даже если будет какой-то черный лебедь, все обрушится просто нафиг, киты будут откупать. Лично я буду откупать, потому что мы находимся в бычьем году. В 2021 году был ковид, пожалуйста, на ковиде все просто в нулину упало, на 99% альты заскамились. И что? Они потом дали десятки тысяч процентов роста. Естественно, большинство из вас продаст. Я не пытаюсь кого-то переубедить, я пытаюсь просто лохов нагнуть по фактам. Я люблю это делать. Я люблю потешить свое эго, поэтому 21 год. Что мы делаем? Прибавляем плюс 4, какой? 25 год. Пожалуйста. Мы находимся в 25 году, в бычьем году. Первый квартал бычьего года всегда был зеленый. Всегда. Первый квартал бычьего года зеленый. Первый квартал бычьего года зеленый. Всегда первый квартал, он исторически самый сильный, даже не только в бычьи года, посмотрите. Да, вот был в 2018 году, это медвежка, в принципе, тут вот был достаточно такой слабоватый. Но вот посмотрите, в основном первый квартал, он зеленый. Посмотрите, вот тут вот много красных, получается, этих месяцев. А тут у нас больше всего зеленых. Поэтому просто ждите. Я лично свою сумку в долгосрок, которую набирал, я ни одного альта не продал и не собираюсь продавать до достижения моих целей по доминации BTC, цели по моим альтам. Мои цели по доминации BTC 48-40%, да, 48-40% в этом диапазоне будут продаваться. И также буду смотреть по целям по альтам, если альты будут достигать мои цели, то, естественно, я буду продавать. Опять же, у меня есть куча видосов на канале по целям по Layer 2, по другим альтам, по эфириуму, по BTC, поэтому смотрите прошлое видео. Также хотел вам еще кое-какой фактор рассказать. Завтра у нас пятница, завтра у нас выходит уровень безработицы. И если уровень безработицы будет ниже ожидаемого, то мы еще вниз пойдем, потому что если у нас будет останется на том же уровне, то в принципе ничего не изменится. Если у нас будет выше, то это хорошо для рынков. Почему? Потому что тогда рынки могут заложить еще одно снижение ставки от ФРС. Поэтому очень важные экономические новости в пятницу будут. Посмотрите, сколько тут новостей вообще выходит. Поэтому рынок будет очень жестко трясти в разные стороны. И, возможно, еще будет снижение, если, опять же, уровень безработицы будет ниже ожидаемого. Если он будет выше, то это, наоборот, будет позитив, и мы можем еще сильнее вырасти. Поэтому я не рекомендую вам торговать на фьючах. Очень опасно, будут брить жесточайшим образом. И давайте сейчас перейдем к прошлому видосу, тоже будем там лохов сейчас попускать. Смотрите, 2 дня назад я выпустил видео, что скоро Трамп оппонет крипту. И там я рассматривал такой сценарий, что, скорее всего, у нас будет рост до выборов Трампа. То есть у нас будет какой-то рост. Old Spice. Я там рассматривал такой сценарий, что нас могут свозить вверх до инаугурации Трампа, но к инаугурации к 20 января, когда Трамп вступит в официальную должность лидера США, у нас будет коррекция, потому что инвестора будут снижать риски, потому что новый президент, непонятно, что он будет выкидывать, он опять там что-то Гренландию хочет купить себе, Канаду забрать, вот эти вот все мутки делает. Людям это не нравится, они начинают снижать риски и продавать свои активы. Это нормально. Поэтому я рассматривал в этом видосе сценарий, что у нас рост будет, реально рост, который мощный рост, он будет после инаугурации Трампа. И я рассматривал тот сценарий, что нас могут еще вверх свозить до инаугурации Трампа, а потом опять опустят вниз. Но случилось так, что нас сразу начали опускать вниз. Какая разница? Мы пойдем сейчас в коррекцию, либо потом в коррекцию. У нас направление движения рынка вверх. У нас надо смотреть глобально на направление движения рынка. Мы идем сейчас вверх, не вниз. Мы идем вверх. Смотрите глобально на графике. И смотрите, я написал, что биткоин летит на 120к, памп альты уже близко. И люди только смотрят на название и начинают писать комменты. Вот просто посмотрите, что они пишут. Да, запампил только отрицательно. Откуда вы такие умные берете? Сегодня 94, он час назад чувак написал. Запампил, ору, Трамп красава запампил. То есть люди даже не смотрят видос, они не вникают в ту информацию, которую я доношу. Они просто смотрят название, ага, запампил, красава. Но я там четко сказал, что я еще ожидаю отскок по доминации BTC, что, видите, на 57 была, но она выросла до 58 и 28, 26. И я сказал, что в том видосе, что доминация, скорее всего, будет расти. Если доминация растет, альтам будет больно. Доминация выросла, альты упали. Это нормально, я об этом говорил в видосе. Также сценарий, который я говорил там, он реализуем только уже без этого роста до инаугурации, хотя у нас еще есть время. Но все-таки в связи с тем, что сейчас льют на рынок жесткий фат, сейчас там типа США собирается продавать биткоины, там еще что-то. Короче, просто манипулятор заставляет вас, чтобы вы продали свои сумки альтов. Вот, в своем телеграм-канале я сегодня выкладывал пост. Правительство США получило разрешение на продажу там 6,5 миллиардов BTC, это 69 тысяч BTC, взятых у Silk Road. Но эти BTC уже давно были проданы. Они были давно заведены на Coinbase, их уже давно продали, их распродавали месяцами, чтобы сильно не дампить цену. Это уже все распродали, но все равно эту новость, вот, пожалуйста, запостили, чтобы, конечно, разогнать фат. Следующим по этим постом я выложил, что, скорее всего, уже все BTC продали, и это просто фат.
Понимаете? СМИ, они манипулятивны. Манипулятор, масоны, BlackRock и прочие люди, они спокойно могут купить СМИ и выкидывать те новости, которые будут выгодны им. Посмотрите, они сейчас покупают. BlackRock покупает, MicroStrategy покупает. Все страны и компании топовые покупают BTC. Для чего они это делают? Чтобы BTC сильно не улетел, чтобы цена торговалась в одном диапазоне, чтобы они могли выгодно набрать позицию. Все, для этого это и делается, чтобы всякие хомяки начали продавать. Вы продаете альты, я смотрю на ончейн, и каждую просадку киты откупают альты. Любые альты падают, киты все это откупают. Что это говорит о том, что накапливается позиция? Да, BTC сейчас находится в распределении. Киты уже, начиная вроде с сентября, начинают BTC свой распродавать. Киты. Но страны и фонды покупают. Идет смена рук. Рынок движется, посмотрите, давайте зайдем на график. Посмотрите, рынок движется волнами. У нас, получается, всегда идет смена рук. Вот здесь вот у нас была огромная проторговка 8 месяцев. И что тут было? Тут происходила смена рук. Кто-то, кто покупал, допустим, на 16, на 30 тысяч долларов, они тут продавали, была смена рук. Сменились руки, мы полетели. Тут была огромная смена рук, там те, кто с 16 с 30 додержал, они тут продавали, но другие ребята откупали. Рынок движется волнами и через смену рук. Это нормально. Невозможно купить на самом лоу и купить и продать на самом хай. Невозможно. Это просто невозможно, если вы не обладаете какими-то супер инсайдами. Вот, поэтому рынок всегда движется через смену рук. Мы тут можем тоже торговаться, можем долго торговаться, можем сколько, полгода торговаться. И когда BTC стоит в боковике, зачастую ликвидность переливается в альты. Вот даже сейчас, смотрите, видите, доминация начинает опускаться, и ликвидность переходит в альты. Вот некоторые альты зеленые, допустим, те, вчера GT рос, XRP рос. То есть, видите, доминация переливается, точнее, деньги переходят из битка в альткоины, и это нормально. Еще один график вам показываю. Эфир по отношению к биткоину. Эфир уже на протяжении сколько дней, месяцев, лет снижается, ну-ка. 885 дней эфир снижается по отношению к биткоину. Понимаете, что рынок не может только падать, либо только расти. Рано или поздно будет разворот, и эфир к биткоину развернется, и эфир начнет обгонять биткоин по доходности в месяц. Это было всегда, каждый, получается, вот здесь вот. Эфир у нас развернулся, вот было снижение, эфир развернулся, все. Тут эфир начал обгонять по доходности биткоина, он развернулся к биткоину. Потом какой-то 17-й год, то же самое было. Каждый раз проходит одно и то же, а хомяков все время бреют, они все время ссут и постоянно говорят: ой, сезона не будет, все закончилось. Каждые 4 года, рынок цикличный, каждые 4 года проходит бычка, проходит альтсезон, поэтому если вы продаете свои сумки, благодаря вам вы будете залетать потом на хаях, и мы же будем вам продавать в эти альткоины, которые вы нам продали по дешевке. Поэтому спасибо вам, спасибо всем, кто продает. Благодаря вам проходят эти все бычьи циклы, рынки, альтсезоны. Хомяков постоянно бреют. В этом рынке зарабатывают 5%, 95% теряют и оформляют, так скажем, балл на эти 5% людей, которые зарабатывают. Поэтому спасибо вам. Опять же, я вам все факторы предоставил. Цикличность показал то, что первый квартал всегда зеленый. Неважно, сейчас коррекция, не коррекция, он будет все равно зеленый. Он рано или поздно просто все улетит. Эфир к биткоину рано или поздно развернется. Доминация рано или поздно будет падать. Не может рынок только вверх двигаться, либо только вниз. Поэтому BTC уже покупать тоже не стоит, он уже находится в зоне распределения. Да, я еще жду по BTC 120-140 тысяч долларов, это вполне реальные цели, но при этом сейчас выгоднее гораздо покупать альты, потому что они находятся уже прям в таком состоянии вот ракетки, когда она может улететь в любой момент, поэтому я откупаю и советую вам откупать, смотреть на альты и делать свои выводы. Реально посмотрите, поресерчите с холодной головой. Не смотрите эти СМИ, это просто пыль, мусор, который вам льют в уши. Шум, который отвлекает вас от рынка. Смотрите глобально на графике. Пожалуйста, еще раз взвесьте все факторы, посмотрите, что происходит с рынком, и после этого делайте уже свои всякие действия. Вот, в этом видео я хотел разнести лохов, которые думают, что рынок закончен. Если вы так думаете, то, пожалуйста, можете дальше так думать. Благодаря вам, опять же, происходят эти все росты, потому что вы же потом будете на хаях залетать. И спасибо всем тем, кто смотрел этот видосик. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка на него в описании. Там выходит полезная информация. Также у меня закрытое сообщество, тоже ссылочка в описании, можете подробно с ним ознакомиться. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, тут выходит очень полезная, информативная информация. Поэтому буду рад вашей подписке. Ставьте видосик лайк, чтобы он продвигался. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи, всем пока!